Всем привет! Меня зовут Инна Кириллова, я являюсь ведущим менеджером международного модельного агентства Prestige Model Agency. Мы предлагаем работу за рубежом для профессиональных моделей, танцовщиц и хостес, которые работают в клубах на консумации. Сегодняшнее видео как раз будет затрагивать последнюю вакансию, но также будет полезно девочкам, которые собираются лететь на танцевальные контракты, потому что в большинстве своем танцевальные контракты подразумевают под собой работу на консумации в том числе. Видео посвящается девочкам, которые не знают, что такое консумация, еще ни разу не работали на контрактах за границей, не понимают, что за работу им предлагают. Для того, чтобы следить за актуальными вакансиями, подписывайся на мой инстаграм, либо пиши мне в телеграм для подробной консультации. Что ж, начнем. Для начала хочу отметить сразу, что консумация не имеет ничего общего с интимом, эскортом, проституцией. Это разные сферы и не подразумевают под собой никакой связи, никаких отношений с гостями. Простыми словами, сейчас консумация — это стимуляция спроса на продукцию бара в заведении. Задача девочек, которые работают на консумации, продать как можно больше напитков, чтобы заведение получило большую прибыль. Вы находитесь и работаете в заведении, вас угощают напитками гости, это могут быть как мужчины, так и женщины, и от стоимости этих напитков вы получаете процент. Плюс ко всему, у всех хостес есть фиксированная ставка в большинстве стран, обычно это от 30 до 70 долларов за выход, за ночь. Плюс вы получаете вот этот процент за напитки, и во многих клубах есть такая практика, как чаевые. Девочкам за общение, за проведенное время оставляют чаевые. Консумация бывает двух видов – активная и пассивная. Пассивная консумация заключается в том, что вам не нужно выбирать гостей, подходить к ним самой, предлагать им напитки. За вас это будет делать персонал. То есть вам нужно только красиво выглядеть, уметь своей внешностью привлечь к себе внимание гостя, чтобы он выбрал вас и подозвал вас через официанта, например, или менеджера заведения. И, в общем-то, все. Вас берут за руку, сажают за столик, спрашивают у гостя, закажет он вам напиток или же нет. Когда подходит время менять стакан, опять же, персонал подходит и спрашивает, будет ли меняться стакан для девушки или консумация окончена. Активная же консумация заключается в том, что девушки сами подходят к гостям, сами знакомятся и предлагают им купить для них напиток. Консумация бывает также двух видов – алкогольной и безалкогольной. Хороший менеджер, который знает систему работы в разных странах, обязательно вас проконсультирует. Если вы, например, если у вас аллергия на алкоголь, если вы не хотите много пить, да, не любите. Есть страны, где можно работать исключительно на воде. Есть страны, где нельзя пить даже разбавленные напитки, где обязательно пить много алкоголя. Есть страны, где приходится иногда выпивать, если, например, гость заказывает бутылку шампанского, но здесь есть свои хитрости, хороший менеджер вам об этом тоже расскажет. В среднем девочки зарабатывают на консумации от 1500 до 3000 долларов в месяц. Это цифра общая, в каких-то странах и у каких-то девочек она может быть больше, в каких-то странах она может быть меньше. Здесь играет роль везение, случай, опыт работы девочки, знание иностранных языков, ее внешность, конкретный клуб, в который она попала, сезонность и ее система работы, насколько хорошо, активно она работает. Ваша прямая задача — как можно дольше держать гостей рядом с собой, и чтобы они как можно чаще меняли вам стаканы, чтобы к утру у вас набралось приличное количество напитков, и вы получили как можно большую сумму на проценте. Каждая девочка работает совершенно по-своему. Кто-то много пьет с гостями, кто-то предпочитает гостей, которых нужно слушать. Они приходят, и им нужна жилетка, им нужен а-ля психолог в ночном заведении, они любят высказаться, выплакаться, нажаловаться на начальника, поговорить о том, как у них все тяжело в семье и так далее. Кому-то нравится играть в театр любви, показывать, делать вид, что гость тебе не безразличен, и мне бы так хотелось там что-то с тобой построить, но ты сначала походи 2 месяца подряд мне здесь, поставь стаканчики, а потом посмотрим. Какие-то девочки берут своей харизмой и активностью, они постоянно вытаскивают гостей на танцпол, поют с ними в караоке. Гостям это нравится, они заряжаются этой энергией, им весело, и таким образом там меняются стаканы просто каждые 5-10 минут. У каждой своя система работы, это приходит с опытом, опять же, там, отработав
парочку-тройку контрактов, каждая девочка определяет, в какой системе, как ей проще работать и как она зарабатывает больше, какие гости ей нужны. Работа ваша проходит исключительно в стенах клуба конкретного, в который вы летите. Перед утверждением на контракт хороший ответственный менеджер пришлет вам все условия с фотографиями заведения, с примерными фотографиями апартаментов, которые вам предоставят. После работы все девочки возвращаются в квартиры либо в отель, который предоставляет клуб, ложатся спать. Касаемо безопасности на контрактах, если вы летите работать от хорошего агентства, от ответственного менеджера, в проверенное место, с вами все будет хорошо. В клубах всегда находится охрана. Вы под прямой ответственностью босса заведения, в которое вы летите работать. С вами всегда на связи 24/7 ваш ведущий менеджер. Помимо него, также на связи есть 2-3 куратора. Это более старшие по званию сотрудники, которые всегда готовы прийти к вам на помощь, решить какие-то возникающие ситуации, форс-мажоры и проблемы. Если вам нужна помощь в оформлении виз, страховок, билетов, мы также можем вам с этим помочь. Мы готовим полный пакет для прохождения границ в аэропорту. Мы высылаем огромную инструкцию перед контрактом, как себя вести, что делать, с чем быть осторожнее, чтобы ваш контракт прошел максимально комфортно, и вы получили только самые хорошие положительные впечатления от сотрудничества, о чем, собственно, свидетельствуют отзывы многочисленные на наших каналах, страницах и группах. Я надеюсь, это видео было вам полезным, и кто-то, возможно, развеет какие-то свои мифы и таки решится полететь на свой первый контракт, начать путешествовать, хорошо зарабатывать и менять свою жизнь. Всем пока и всем удачи!